Вот пока основные главные моменты в работе с фельдсовальной машинкой. Ну, пока, думаю, хватит экспериментов, их можно продолжать бесконечно, перейдем к творчеству. Друзья мои, свои соображения по поводу целесообразности покупки такой машинки я выскажу в конце этого ролика, а пока переходим к моим обещанным кораллам. Если мы хотим вбить сильно как следует, то на одном месте топчемся подольше. Вот, очень крепко сидит. Если хотим сделать достаточно воздушную фактуру, то пробегаем быстро. Буквально раз, два, три и все. И обязательно подождать, пока иголка поднимется, иголки. Иначе это все, они сразу ломаются, если остается в ткани еще, а мы тянем ткань на себя. А здесь специально оставлю воздушно. Там дальше посмотрим, как пойдет на ткани уже с нитками. Вот еще чем хороша фельдсовальная машинка, что можно вот такую труху вбивать. И получаются действительно мелкие детали, вот, как эти ниточки. А на швейной машинке на свободном ходу, конечно, это все будет туда-сюда скакать. Еще маленькая хитрость, если нитки торчат очень шерстяные или мулине в разные стороны, можно взять вот совсем чуть-чуть, буквально кусочек от басмы, и вот так положить сверху, и вбиваться будет гораздо лучше. То есть вот эта машинка, она просто идеальна для вот такой ажурной детализации. Вот никакими булавками так вот не сделаешь. Вводим очень легко и плавно, в соответствии с ходом иглы. С ходом иголок я все не могу привыкнуть, что здесь их 5. Вот так, совсем-совсем чуть-чуть. Ну вот, теперь перехожу к швейной машинке и буду делать внутри затемнений, внутри кораллов, делать как бы их фактуру, рисовать. Ну вот, вышила розовым верхушки кораллов. Вот дальше буду нашивать на основу.
Пока это совершенно воздушная полупрозрачная субстанция. Так что если кому-то нужна такая фактура, то тоже пожалуйста. Но поскольку у меня это коралл, то я постепенно буду уплотнять. Это кажется как будто трудоемко и долго. На самом деле это очень интересно. Гораздо быстрее, чем все время вдевать нитку, отрезать ее. Вот то, что здесь нет ниток, это, конечно, намного убыстряет и облегчает процесс создания чего-то нового. Поймите меня правильно, я совершенно не, как бы не выступаю против ниток. Это было бы просто смешно при, так сказать, направленности моего канала. Вот. Но вот в таких вот случаях, когда надо создать какую-нибудь совершенно новую фактуру, эта машинка очень ускоряет процесс и дает, конечно, больше возможностей для креатива. Особенно, когда мы совмещаем две техники. На стыке техник всегда появляется что-то новое. Поэтому я всегда буду это пропагандировать по мере своих сил. Ну вот, а теперь, чтобы эти крошечные кусочки фетра машинка не всосала внутрь своих иголок, а это запросто может произойти, уже у меня неоднократно так было. Сейчас вот для лучшего сцепления прикрою волокнами басмы. Тогда они уже скакать не будут. Вот благодаря волокнам почти заметным, их совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы фетр не всасывался внутрь иголок, а такие маленькие кусочки могут. Вот. Ну, поскольку у коралла довольно четкие очертания, то я отрезаю. Но здесь я оставлю, чтобы потом пришить. Делаю тоже довольно четкие контуры и лишние волокна срезаю. Самое забавное, что вот это все отлично тоже прибивается по мере надобности. Теперь буду делать по такому же принципу зеленый коралл, и в качестве основы хочу попробовать трикотаж. Мне кажется, сцепка здесь должна быть хорошая, волокон. Группа в полосатых купальниках готова. Теперь буду нитками детализировать вот эту водоросль. Тут много слоев. Зеленая шерсть, зеленый трикотаж, темные шерстяные нити, басма,
3, по-моему, цветов. И вот такая декоративная пряжа. И теперь, когда буду пришивать к основе, достаточно просто будет пройтись быстро прямой строчкой по контуру. Еще интересный прием можно делать. Если нам надо, чтобы края были неровные у коралла, чтобы они выходили как бы за его пределы, то вот так вот прикладываем наполовину волокно и проходим вот как раз по этой половине. А это остается на весу, но уже никуда не денется. Получилась такая мохнатая кракозябра. А это я уже буду пришивать нитками к основе. Ну, сейчас добавлю еще каких-то темных тонов. Чтобы они не съеживались и не вбивались вместе кучей, периодически их подправляю. Пока они не сильно вбиты, это легко сделать. Поэтому сейчас даже не буду это делать по всей длине, прихвачу только в нескольких местах, чтобы сохранилась такая причудливая форма и воздушность. Такие водоросли. Сейчас я их только слегка прибью, а потом прошью на свободном ходу нитками. Нитки хорошо смотрятся на такой басме. Вот, а теперь разделила эти кораллы на более мелкие и пришиваю на свободном ходу широким зигзагом. Темными нитками, чтобы выделить тени. Потом уже буду заниматься отделкой, когда начерно прихвачу. Пришить, как вы понимаете, на швейной машинке это было бы очень затруднительно, и тут уже надо думать о клее, фатине, а тут без всяких проблем просто прибиваем. Сначала просто чуть-чуть в разных местах, потом пойду по кругу. Ну вот, вроде все прихватила, теперь пойду быстрее. Если что-то попадает, то довольно легко все это извлечь.
Вот вбилась отлично. Даже без всяких волокон. Ну, вопрос о том, покупать или нет фельдсвальную машинку, я думаю, сейчас, мягко говоря, уже не актуален. Это будет решать каждый из вас самостоятельно. Теперь по поводу того, почему я решила закрыть свой канал. Но в связи со всеми известными событиями правила на YouTube тоже очень сильно изменились. И в свете этого я пока не вижу дальше перспектив для продолжения ведения своего канала. Может быть, правила со временем изменятся. Я не исключаю такой возможности, поэтому я не хочу удалять свой канал вообще. Может быть, я иногда и буду там показывать какие-то свои работы, но работать в прежнем формате уже я точно не буду. И я хочу поблагодарить вас всех поблагодарить еще раз, как я это сделала в начале ролика, поблагодарить всех вас за такую большую поддержку, за ваши теплые слова, за ваше внимание к моему каналу. Мне это было очень приятно и радостно. Дай Бог еще когда-нибудь увидимся. Всего вам доброго, берегите себя.